Всем привет, с вами Артем. Сегодня у нас видео по сравнению производительности процессоров в играх и бенчмарках. И как вы поняли из названия, сегодня у нас Ryzen 5 2600 4 ГГц и Xeon E5 2620V3 3,2 ГГц с хаком Turbo Boost. На мой взгляд, довольно интересный тест, так как обычно кто хочет собрать ПК на базе LG20113 в большинстве случаев смотрят, а что там у Ryzen можно аналогично по производительности взять. Оперативная память в первом случае будет работать на частоте 3066 МГц в 2 канала. Это потолок конкретно в моем случае. А 2620V3 будет работать на частоте 1866 МГц в 4 канала. Это для него максимально возможная планка. Настройки максимально возможны, разрешение в основном 720p, результаты на диаграммах это результат чистого прогона бенчмарка FPS без захвата и оверлея. Возможно небольшая погрешность видео. И первый проект у нас это наша всеми любимая Lara, средняя частота кадров 103 на 96. Разрешение у нас тут 720p, несмотря на то, что оверлей показывает 1080p. Видно, что R5 в начале данного эпизода серьезно отрывается от 2620, но уже где потребовалась от процессора достаточно серьезная производительность, а именно непосредственно на самом рынке, тут R5 просел сильнее, чем оппонент. При этом все равно занимая лидирующую позицию. А вот энергоэффективность, конечно, за Xeon 80 на 55 Вт. На температуры не стоит особо обращать внимание, так как R5 под водой, а 2620 под воздушкой, снеговик MT4. В целом результат представителя от Intel удивил. GTA 5 средняя частота кадров 77 на 69, это на ультра настройках, сглаживание MSAA двукратное и дополнительные настройки включены в максимум. В данном проекте чем выше частота, тем лучше, при условии, что ядер у процессора будет 4 и более. В целом вопросов по сборкам нет. Результат получился относительный. Hitman 2 средняя частота кадров 86 на 81, разница потихоньку уменьшается, и если не смотреть на оверлей, разница неощутима вообще. В PUBG у нас средняя частота кадров 166 на 137, и если с результатом Ryzen согласиться можно, то с результатом Xeon как-то все неоднозначно. Невооруженным взглядом видно, что у 2620 результат очень похож, то есть у нас налицо получилась ошибка с результатом программы бенчмарка FPS. Это мое предположение, так что этот момент имеем в виду. Если отбросить всю эту ситуацию, то Xeon неплохо так удивил, несмотря на разогнанного оппонента. Dota 2 средняя частота кадров 168 на 150, разрешение тут у нас уже 1080. С таким результатом можно считать, что оба процессора где-то на одном комфортном уровне, если отталкиваться от игры. Но по факту, конечно, 18 кадров разница имеет место быть. Watch Dogs 2 средняя частота кадров 73 на 71, и тут Xeon компенсировал высокую частоту Ryzen, скорее всего своей архитектурной особенностью, так как память в 4 канала не дает тут особого преимущества. В целом процессоры достаточно серьезную производительность показали, ни один не засел в сотки процентов. То есть прокатить собакам данные процессоры на детородных органах не получилось, скорее всего получился обратный эффект. Ну в общем достойно выступили, что тут сказать. В танках бенчмарк Encore RT версия 0.2, средняя частота кадров 272 на 272, результат аналогичен, и скорее всего данный проект также попадает под нож в сравнениях с процессорами такой мощностью. И к сожалению круг игр потихоньку сужается, и вы уже наверное заметили, что нет в списке игр, которые мы ранее тестировали. По крайней мере с такими процессорами мы подошли к максимальному потенциалу видеокарты, даже на разрешении 720p.
А такой вариант нас не устраивает, так как мы можем получить, что какой бы ни был процессор, разницы в производительности не будет. Может, вы знаете игры, которые можно использовать как полигон для сравнений процессоров и которые GTX 1070 с легкостью вывезет на максималках при 720p, при этом не загружаясь на 100%. Подскажите, пожалуйста, в комментариях. Обитель зла 2, средняя частота кадра 169 на 136. Возможно, данный проект уже мало кому интересен, но сравнить в нем производительность процессоров очень даже неплохое занятие. Как раз мы можем увидеть, насколько в некоторых проектах имеет преимущество тактовая частота процессора. В общем, как я уже говорил ранее, сравнительный полигон. А кому интересен сам проект, вот такой потенциал у данных процессоров. Это уровень 1080 Ti и выше. CSGO средняя частота кадров 302 на 311, как всегда с просадками в дымовых завесах. Я лично ожидал меньшего от Xeon, но он тут в ударе, несмотря на более низкую тактовую частоту. И последний на сегодня проект — это бенчмарк Stalker Зов Припяти, настройки максимально возможные, разрешение 720p. В целом можно попробовать тут ставить 1080p. Результаты мы оценим немножко позже. А пока видно, что Ryzen неубедительно отрывается, а как-никак игра любит производительность на ядро. R5, который с разгромным результатом на 2620V3 в бенчмарке CPU Z взял вверх практически на 100 пунктов, это в конце ролика можно увидеть в скриншотах, но при этом не показав такой же разгромный результат в бенчмарке. Как можно видеть по сегодняшнему сравнению, Ryzen обходит своего оппонента где-то достаточно серьезно, где-то не очень. Какую систему взять на вооружение, это уже решит каждый для себя сам. Сама сборка имеет разницу в цене в основном только за счет процессора. Память, материнская плата по цене практически один в один. Но вот та разница в цене по самим процессорам, она достаточно серьезная. А вот разница по производительности не очень. Тут стоит добавить, что 2620V3 у нас хакнутый. Без хака турбобуста с Ryzen ему просто нечего делать. Мое субъективное мнение, если у вас не возникнет проблем при блокировке турбобуста, то можно неплохо сэкономить, купив готовую сборку на базе 2620V3, если нужна именно такого уровня производительность. Можно потихоньку зафиналить наш сегодняшний тест. Поддержите, пожалуйста, пальцем вверх, это очень мотивирует. Не забываем комментировать. Ну и, конечно, подписывайтесь, если этого еще по каким-то причинам не сделали. С вами был Артем, будьте здоровы, не болейте, всем добра.